Разрушение Каховской дамбы. Этой ночью 6 июня российские оккупанты взорвали в Украине дамбу Каховской ГЭС, расположенную от Херсона выше по течению Днепра. Судя по уже появившимся в сети кадрам, дамба получила критические повреждения и больше не способна сдерживать поток воды. Начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, что чревато серьезными подтоплениями ниже по течению реки Днепра. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин уже объявил эвакуацию жителей правого берега Днепра, которым грозит подтопление. В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. По состоянию на 8 утра уровень воды составлял 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции, подчеркнули в Энергоатоме. Энергоатом мониторит ситуацию и следит за действиями рашистов на ЗАЭС вместе с другими присутствующими на станции международными организациями, в частности МАГАТЭ, отметили в компании. В частности, представители оккупационных властей утверждали о вероятном прорыве дамбы возле города Каменка-Днепровская и затоплении десятков тысяч жителей. Каховское водохранилище в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая и сейчас оккупирована, является последней ступенью в каскаде днепровских гидроэлектростанций. Сооружение обеспечивает регулирование стока Днепра для обеспечения определенной части юга Украины электричеством и водой. Катастрофой будет лишение питьевой воды людей на юге Херсонской области и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Подразделения национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Херсонской области Украины подняты по тревоге для оповещения и эвакуации населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр. Уже назначили первый эвакуационный поезд из Херсона, чтобы помочь местным властям с эвакуацией жителей и близлежащих сел из-за подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС. В Херсонской области начали эвакуацию населения из опасных мест, для которых есть риск затопления. В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что по состоянию на 10 часов утра 6 июня в Херсонской области уже эвакуировали 742 человека. По данным ведомства, около 80 населенных пунктов находятся в зоне потенциального затопления, большинство из них временно оккупированы. Жителей левобережья Херсонщины призывают отъехать от берега Днепра, поскольку левый берег расположен ниже и угроза подтопления там выше.